Сегодня мы поговорим о двух моделях бренда из Швеции Swenson Industrial. Это велотренажеры R и U750LX серии Force. Как известно, позиция бренда Swenson Industrial – это производство дизайнерских, интересных и визуально приятных моделей фитнес-оборудования. Велотренажеры выполнены в черном матовом цвете с аккуратным акцентным использованием ярких красных элементов. Черный цвет разбавлен хромированными и серебристыми цветами. Серия Force – это премиальный уровень, рассчитанный в первую очередь на использование в фитнес-клубах, а также любых других спортивных учреждениях. Более того, оба велотренажера прекрасно могут быть использованы для оборудования отелей и гостиниц, корпоративных спортивных залов. Внешний вид позволяет вписать оборудование и в домашние условия и сделать свой собственный спортивный зал. Велотренажеры отличаются посадкой, и останавливаться на данном моменте подробно я не буду. Давайте перейдем к габаритам. Обе модели построены с использованием сварного профиля максимальной прочности. Тренажеры тяжелые, 88 и 68 кг соответственно. А максимально допустимый вес, который выдерживают спортивные снаряды, составляет не более 200 кг. Велотренажер с горизонтальной посадкой, благодаря своей конструкции, является более крупным, и стоимость его дороже. Размер модели 163 на 75 см. U750LX с вертикальной посадкой поменьше и займет 126 на 59 см. Весомым преимуществом сегодняшних моделей является индукционная система нагружения. Главными особенностями данной системы является сокращение числа элементов, физически взаимодействующих друг с другом посредством трения. Следующее – это более низкий уровень шума на фоне других систем нагрузки, а также более мягкий ход педалей. Ну и самое классное, так как на велотренажерах установлен встроенный генератор, то подключение к сети не нужно, и оборудование работает автономно. Это экономит электроэнергию, сокращает количество проводов и делает возможным установить оборудование, к примеру, в самом центре кардиозоны. Тренировочный компьютер на моделях идентичен. Программная панель оснащена LED-дисплеем, а также LCD-окошками для демонстрации показателей. Внутри запрограммирован пакет тренировок, рассчитанный на достижение различных спортивных целей. На отдельную клавишу консоли выведены 3 режима высокоинтервальных тренировок. Ватт-программы также разделены и активируются разными клавишами. Есть здесь и 4 классические пульсозависимые программы. Теперь поговорим о сиденьях на сегодняшних наших велотренажерах. На R750LX установлено сиденье со спинкой. Оно довольно широкое. Спинка не мягкая. Как видите, она имеет довольно жесткую поверхность, но здесь есть вот такие отверстия, которые позволяют проходить воздуху, и тем самым спина меньше потеет. Само сиденье довольно мягкое и регулируется по горизонтали, то есть мы садимся, и при помощи специального красного регулятора мы двигаем сиденье вниз или вверх, то есть ищем ту позицию, которая будет удобна для пользователей. Диапазон регулирования очень большой, а это значит, что на данном тренажере могут заниматься пользователи даже ростом выше 2 метров. Также в зоне сидения расположены ручки со встроенными сенсорными датчиками пульса. Как правило, данные датчики не показывают точных показателей, на них можно лишь слегка ориентироваться. Здесь также есть специальные отсеки, расположенные с 2 сторон. Они предназначены для того, чтобы хранить свои вещи, допустим, а также в них можно поставить бутылку с водой. Еще одна очень важная и нужная настройка на любом велотренажере – это педали и специальный ремешок. Педаль имеет очень интересный узор и рифленую поверхность, которая помогает не скользить подошве во время тренировок. А для того, чтобы ногу зафиксировать, есть вот такой многопозиционный ремешок, который напоминает систему фиксации ног, как на сноубордах или горных лыжах. Работает он очень просто. Посадка на U750LX вертикальная, поэтому сиденье имеет абсолютно другую форму. Оно более похоже на традиционные обычных
классических велосипедах, и регулируется она в двух проекциях по вертикали и горизонтали. Необходимо подкрутить и потянуть на себя вот этот черный рычаг. Сиденье также регулируется по горизонтали при помощи специального рычага. Для этого его необходимо расслабить. К числу дополнительных преимуществ велотренажера Force относится возможность воспроизведения и вывода на динамики аудио. Мобильное устройство можно расположить на подставке консоли и при необходимости зарядить через USB-порт. Ко всему прочему установлен небольшой вентилятор. Ну и так как у нас велотренажеры работают без сети, для этого они должны быть очень мобильными, чтобы их можно было передвинуть в любой момент. Для этого есть специальные транспортировочные ролики, а также ручка, благодаря которой можно тренажер легко поднять и переместить. А вот эти вот изящные элементы красного цвета тоже установлены здесь не просто так, для красоты. Это компенсаторы неровности пола, которые позволят отрегулировать тренажер и поставить его в более устойчивое положение, если есть какие-то неровности на напольном покрытии. Тренажеры поставляются в коробке из прессованного картона. Внутри коробки от лишних движений при транспортировке защищают пенопластовые формы. Еще раз в качестве итога. Велотренажеры серии Force R и U750LX – это оборудование премиального класса, рассчитанное на использование в крупных фитнес-клубах, небольших спортивных залах и отелях, и также ими возможно обустроить свой собственный тренировочный зал. Оборудование традиционно для Swenson Industrial выполнено на высшем уровне и имеет очень приятный внешний вид. Спасибо, что были с нами. Пока!